Пожар на нефтебазе Роснефти в Белгороде ликвидирован. По данным Минобороны России, рано утром украинские вертолеты Ми-24 нанесли ракетный удар по топливному хранилищу, войдя в воздушное пространство России на предельно низкой высоте. Киев эту информацию не комментирует, предпочитая иронию. Потому что военные российские саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию доступными им методами. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории Российской Федерации несет руководство Российской Федерации. Все это происходит на фоне возобновления переговорного процесса между украинской и российской делегациями. Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий комфортных для продолжения переговоров. В пятницу стало известно, что Россия вернула Украине контроль над Чернобыльской АЭС. При этом МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией на украинских ядерных объектах. Мы слышали о возможных случаях заражения сотрудников, но у нас нет никаких подтверждений этому. У нас большой опыт, и если это потребуется от нас, мы можем помочь. Украина сообщила, что в результате обмена с Россией спасены 86 военнопленных. Российская сторона продолжает отвод войск от Киева и Чернигова, чем пользуется украинская армия, предпринимая контратаки и отвоевывая ранее оккупированные населенные пункты. В то же время открыть гуманитарный коридор в разрушенном Мариуполе, где все еще находится около 100 тысяч человек, снова не удалось. Красный Крест предпримет новую попытку в субботу.